Актриса Сальма Хайек и родственница Фриды Кало против куклы Барби в ее образе. Monster High вернулись с новыми коллекциями. По какому поводу встретились Кэти Перри и Минни Маус? Эти и многие другие новости в новом выпуске кукольного дайджеста. Всем привет! Международный женский день в этом году повлек за собой просто неслыханное ранее расширение линейки кукол Барби примеров для подражания, так называемых ролевых моделей для девочек. И это Пэтти Дженкинс, американский режиссер и сценарист, наиболее известный своей работой над фильмом «Монстр» 2003 года. Эллен Даррос, французская шеф-повар и ресторатор. Никола Адамс, олимпийская чемпионка, боксер. Хлоя Ким, американская чемпионка, сноубордистка. Бинди Ирвин, как вы видите, она с животным, соответственно, она защитник животных из Австралии. Сара Гама, итальянская футболистка. Мартина Войцеховская, польский журналист. Лейла Пьедаеш, иранский дизайнер и предприниматель. И 3 представительницы Китая. Мне сложно прочесть их имена, и чтобы не ошибиться, я их просто здесь подпишу. И это прима-балерина, чемпионка по волейболу и также актриса и филантроп, то есть она занимается благотворительностью. Как вы видите, у куклы в руках маленькие куклы, как будто она коллекционер. Но, возможно, это символ того, что она разыгрывает их на каком-нибудь благотворительном аукционе. Как вы видите, это женщины из разных стран, которые могут вдохновить своим примером, но, к сожалению, на сегодняшний день все эти куклы выпущены в одном единственном экземпляре. Но есть также 3 куколки, которые выпущены и в серийное производство в рамках коллекции Barbie Inspiring Women. И это Амелия Эрхарт, первая американка, женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан. Кэтрин Джонсон, американский физик и гений математики НАСА. И представьте, на сегодняшний день ей 99 лет. И на десерт я оставила Фриду Кало. Пожалуй, она известна по всему миру. Это мексиканская художница, наиболее известная своими автопортретами и сросшимися бровями. Но вот только по мнению ее внучатой племянницы, брови у куклы недостаточно сросшиеся. И также ей не понравился образ. Якобы он не очень соответствует традиционному образу Фриды. Также из глянцевой прессы я узнала, что эта самая родственница не давала разрешения на выпуск этой куклы. При этом она не требует никаких материальных компенсаций. Видимо, просто хотела, чтобы кукла получилась более колоритной и более похожей на Фриду. В свою очередь, актриса Сальма Хайек, когда-то сыгравшая Фриду в кинофильме, высказала свое просто крайнее недовольство выходом куклы Барби. В своем инстаграме она пишет, как они могли сделать из нее Барби, из Фриды, которая всегда была воплощением своей собственной уникальности. Но вообще-то куклы как раз таки вроде бы и хотели показать ту самую уникальность Фриды. Ну и есть еще 3-й тип недовольных. Это те, кто считает, что Фрида Кало это так себе пример для подражания, учитывая ее эксцентричный образ жизни. Ну вот такая обсуждаемая кукла под стать самой Фриде Кало. Неординарной, яркой и свободной. Кукла шарнирная, в коллекции ее хочется, но на мой взгляд, если бы она вышла под каким-нибудь коллекционным лейблом, то ее образ был бы более продуманным, чего, на мой взгляд, достойна такая личность, как Фрида. И обратите внимание, у куклы в коробке другое лицо, не такое, как на промо, и, скорее всего, этот вариант будет ближе к реальности. Обязательно поделитесь в комментариях впечатлениями об этой кукле. Я люблю путешествовать. И, наконец, появилась кукла-путешественница, достойная внимания. Это кукла Барби из коллекции «Розовый паспорт». В отличие от Кена из этой же коллекции, ее пощадили. У нее есть шарниры в коленях для того, чтобы, собственно, сесть нормально на свой скутер. Спасибо большое. На самом деле, эта кукла мне очень понравилась. Она ассоциируется у меня с панганом, и даже ее стиль вписывается в тот самый панганский стиль. Поэтому, как вы уже поняли, для меня это must-have и просто попадание в самое сердечко. И еще цвета очень клевые, такие пастельные, вкусные. Кстати говоря, такой скутер ранее уже выпускался, только другого цвета. А еще раньше тоже выпускалась Барби-путешественница со скутером, но другая Барби и другим скутером, и, на мой взгляд, она этой очень проигрывает. Следующие новинки связаны с перелетом, и это Барби-пилот и Кен Стюарт. Ну, вполне неплохие куклы с ограниченной артикуляцией, в довольно красивых костюмах. Сейчас, в принципе, уже никого не удивишь Барби-пилотом, а Кеном Стюардом. Меня скорее удивляет то, как Барби держит чемодан, точнее ручку, и то, как Кен держит поднос. Ну и также обратите внимание, что по ошибке в коробке Кен старого образца, ну а в итоге мы видим нового Кена. И, видимо, в этом же самолете с нашим пилотом и стюардом летит вот эта замечательная пассажирка, явно модница, вы только посмотрите, у нее платье на футболку, гулька на голове, ну и, конечно же, у нее в комплекте самый модный вообще лакшери аксессуар, это резиновая дырявая сумка родом из СССР. Но серьезно, очень похоже. Мы не ждали ничего особо выдающегося от новых пижамной и чайной коллекции кукол Monster High, но можно сказать, что они превзошли наши ожидания.
ожидания. В новой коллекции Howling Hoodies, ревущие толстовки, куклы выпущены не просто в пижамах, а в худи, похожих на кигуруми. У них на капюшонах глаза и ушки каких-то монстров. Также монстры есть на обуви. Что немаловажно, в комплекте с этими куклами идут дополнительная пара обуви, платье и старые добрые питомцы. Образ в платье более лаконичный, и на платье опять-таки узор с какими-то пушистыми монстрами. Вторая коллекция чайная тоже показалась мне довольно стильной и интересной. В комплекте разные чайные принадлежности. И лагуна из-за того, что у нее рюши на кофточке, напомнила мне лагуну из коллекции Monster Exchange. Мне кажется, здесь она тоже похожа на испаночку. Что касается Ари, у нее какая-то просто невероятная и слишком пышная прическа. Ну, а Клодин, на мой взгляд, самая крутая в этой коллекции. Мне понравился ее образ и прическа. Но сейчас, мне кажется, самое время немножечко спуститься с небес на землю и вспомнить, что куклы в реальности будут, скорее всего, отличаться от промо. То есть вот эта невероятная прическа Ари, скорее всего, помнется в коробке, аксессуары не будут такими прекрасно прозрачными, но в любом случае я считаю, что эта коллекция лучшая из того, что было выпущено в последнее время. А разве это не повод для радости? Недавно в сети появился слух о закрытии бренда Project MC Squared, но они выжили. Слух был опровергнут выходом новой коллекции. В ней 4 куклы выглядят очень стильно, они, как всегда, идут в комплекте с экспериментами. Адриана в шубке напомнила мне Шанель, очень сильно напомнила, и мне понравилась расписная кожаная курточка рыжей куколки и шубка Брайден. Вообще, принт с глазками — это довольно популярный принт и встречается у многих дизайнеров. На Toy Fair представлена новая волна кукол Wrestlers от Mattel, и эти две новинки ранее уже светились на промо-фото, ну и, собственно, в комплекте с ними идут дополнительные платья. Остальные же куклы появились на Toy Fair впервые, и довольно занятная кукла с разноцветными волосами, одна половина синяя, а другая розовая. Эту рестлершу зовут Асука, и она очень часто меняет цвет волос. К бюджетной коллекции Tea Party от Ever After High присоединились еще 4 куклы, то есть раньше их было 3 куколки, а сейчас в общей сложности 7. И их аутфиты, честно говоря, напоминают мне аутфиты Enchantimals, то есть это пластиковые топы и простые короткие юбочки. И походу это первая Поппи, выпущенная после перезапуска бренда. У нее не слабо отросли волосы, и на промо-фото очень сильно отличаются укладки. Вы только посмотрите, на этой фотке у нее просто очень шикарная укладочка, но по факту все будет скорее как на втором промо-фото, а то и хуже. Кстати, эти куклы впервые были замечены в турецком магазине еще до появления официальных промо-фото. В сети появилась фоточка новой коллекции кукол Equestria Girls под названием Friendship Power. У кукол пластиковые топы, и если нажать на кнопочку на них, то раздаются какие-то звуки и топы светятся. Напоминаю, кстати, что у этого бренда недавно произошел перезапуск, поэтому это уже новые лица, и новые базовые поняшки уже вовсю продаются на Amazon по цене от $10. Перевыпущенные принцессы от Hasbro. На самом деле не очень-то сильно они изменились, только чуть-чуть лица, чуть-чуть наряды. К примеру, вот разница между ранее выпущенной Рапунцель и новой. Но, наверное, больше всего изменилась Белоснежка. Раньше она такая щекастенькая была, немножко упоротая, на мой взгляд, стала лучше. И, кстати, в комплекте с Покахонтас теперь идет ее друг енот Мико. Также появились фоточки новой Елены из Авалоры от Hasbro. Она здесь с кудряшками и вообще своим образом напоминает мне Эсмеральду. А еще выпущена довольно-таки необычная интерактивная Елена в комплекте со своим призрачным животным по имени Зузо. И если нажать на кнопочку на ее ожерелье, то она начинает с ним перебрасываться фразами, и он подсвечивается. А еще забавно, что если задержать руку на кнопочке в течение пары секунд, то питомец, точнее призрачное животное, начинает говорить да или нет, то есть выступает как оракул, предсказатель судьбы. Можно вполне задавать ему какие-нибудь интересующие вопросы. Новая лимитированная кукла от Disney Store — это Покахонтас. Ее высота традиционно 43 сантиметра. Она поступила в продажу 6 марта. Тираж куклы 4300 экземпляров на мир. Из них 1250 продавались в Европе. Как вам новиночка? Пишите в комментариях. Лично я как-то осталась равнодушна, спокойно. Мне вот больше понравилась другая новинка от Disney Store. Это Мини Маус, которая была выпущена 22 января. Это лимитированная кукла, 6-я по счету Мини Маус. Между прочим, в этом году, в 2018-м, Мини Маус празднует свое 90-летие. И в честь этого 22 января она получила свою звезду на Аллее Славы. Ну, наконец-то! Не только же Микки получать все лавры. И, между прочим, ее пришла поздравить Кэти Перри с этим событием. И в тот же день, 22 января, была выпущена новая лимитированная кукла. И еще в этот день в Америке Национальный день узоров горошек. Самый любимый узор Мини Маус, который присутствует во всех ее образах. Ну, а эта лимитированная кукла, на мой взгляд, получилась самой модной среди ранее выпущенных. Ее тираж 6000 экземпляров на мир.
мир. Она уже распродана на официальном сайте, но продается на eBay по цене от 8000 рублей. Выпущена новая Барби и кабриолет. Ну, как новая? На самом деле, по сравнению с предыдущим выпуском, у нее изменился только аутфит. В походной коллекции выпущен велосипед без куколки. Занятные игровые наборы были представлены на Toy Fair. Это кукла с машиной скорой помощи, которая трансформируется, разбирается в целую клинику для кукол. С одной стороны, уютная комната ожидания. Здесь можно и журнальчик почитать, и купить букет или игрушку для своего больного товарища. Причем, смотрите, в комплекте даже есть костыли. Ну а с другой стороны, это уже кабинет приема врача с розовой кушеткой. И, кстати, таблицу для проверки зрения можно заменить на рентген-снимок руки. А еще в комнате ожидания была замечена кукла на пышном теле со светлыми волосами. И эта кукла выпущена в новой волне коллекции Барби Йога. Также я напоминаю, что до этого на пышном супершарнирном теле была выпущена только кукла с красными волосами. Ну а сейчас линейку Барби Йог расширили, добавили пухляшку, и она снова на молде Джойс. Я, конечно, люблю этот молд, но уже как-то надоедает, да и мне кажется, что пышному телу он не очень подходит. Остальные куклы — это блондинка, латина и афроамериканка. Причем, обратите внимание, блондинка точно такая же, как была выпущена в первой волне коллекции Барби Йог. Следующая новинка — это Барби с большой кухней. Здесь много всяких кухонных приборов и также пластилин, что-то вроде плей-до, и из него можно лепить еду. Парикмахерский набор будет выпущен в двух вариантах — с блондинкой и афроамериканкой, причем у кукол есть шарниры в коленях, для того, чтобы они могли нормально сесть на стул в этом парикмахерском салончике. Рядышком на Toy Fair засветилась кукла Барби с супермаркетом. И сейчас уже появились качественные промо-фото, можно как следует рассмотреть продукты. Такой классный мишка, точнее мед в банке в форме мишки. У Барби бейсбольного игрока появились качественные промо-фото, у нее супер шарнирное тело. Вообще неплохая куколка, и можно ее подарить тому, кто увлекается этим видом спорта. Барби пчеловод, оказывается, представлена в двух вариантах, и сейчас появились качественные промо-фото, так что можете их как следует рассмотреть. В свете последних событий, что роботы уже научились открывать двери, Барби робототехник просто как нельзя кстати. К тому же она выпущена в 4 вариантах, да еще и с мини-роботом. Появились качественные промо-фото новой Барби Fashionista с темным скинтоном, и, пожалуй, это самый темный скинтон среди ранее выпущенных кукол Барби Fashionista. Выглядит очень интересно. Выпущены две куколки Барби с аксессуарами. У них такие платья знакомые. Походу осталась ткань после Барби Fashionistas. И еще две новые куклы выпущены с трафаретами. В общем, можно делать дизайны на их одежде. У темнокожей куколки довольно интересное лицо. Среди новинок также огромный ассортимент аутфитов для кукол Барби. Выпустили просто гигантскую линейку с различными персонажами. И это мишки Care Bears, целая линейка с Hello Kitty. Мне очень понравилось, я уже даже себе кое-что приобрела. Также среди персонажей на одежде это миньоны, Марио. Я видела даже наборчик с Wonder Woman. А еще вот такой, просто с неизвестным персонажем, набор с котиком. Тоже довольно симпатичный. Бренд World's Smallest представил на Toy Fair малюток Барби Totally Hair и Барби Астронавта. Эти мини-куклы выпускались и ранее, и по своему размеру это как будто куклы для кукол. Это очень мило, они продаются на Amazon от $7, и я даже себе одну заказала. Слишком много спойлеров в этом видео. Ну и в противовес этим малюсеньким куклам, также на Toy Fair были представлены большие куклы Барби, и это кукла афроамериканка, которая напомнила мне миниатюрную Fashionistas, и очень красивая латиноамериканка. Выпущены новые ультрабюджетные куклы Барби. Блондинка довольно типичная, а вот у второй куклы интересный молд. Очередной раз выпущены Барби-педиатры, и странно, что у малышей губы окрашены в такой же цвет, как у темнокожей куклы. Темнокожая фея из коллекции Dreamtopia не так проста, как кажется на первый взгляд. Она порадует детишек вылетающими бабочками. Так устроен механизм, что бабочки вылетают из ее крыльев. Плюс этой сказочной принцессе можно менять аутфиты, корсеты, даже превратить ее в русалочку. Ну а у этой Барби в комплекте с Челси состоится сказочное чаепитие, и в комплекте с ними очень милый чайный набор. И раз уж мы вспомнили о Челси, то для большой Челси будет выпущен игровой походный набор. В комплекте палатка, костер и прочие аксессуары. Будет выпущена Челси Латина в комплекте с замком, точнее это замок для игры в гольф. И еще одна новая Челси выпущена с паровозиком и животными. У обеих куколок Челси пластиковые топы. Это были все новости на сегодня. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео, чтобы быть всегда в курсе новостей из мира фэшн-кукол. Активируйте колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы первыми смотреть мои видео. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, какая кукла из выпуска вам понравилась больше всего. И чуть не забыла, не забывайте ставить лайки, они подбадривают меня на поиск новых крутых новостей. И всем пока-пока!